Привет! В этом ролике мы расскажем свою новую историю про небольшое путешествие, в которое мы сегодня собрались. Мы решили поехать на гору Таку. Гора Таку известна тем, что там живут монахи, и там находится самый большой лежачий Будда во Вьетнаме. Туда ходит фуникулер на эту гору, оттуда открываются живописные виды. Это считается интересной достопримечательностью в округе Мэйнэ. В прошлый раз мы приезжали уже сюда, на маяк Кега. Сейчас мы находимся в гостинице, которая располагается прямо возле маяка Кега. И мы здесь переночуем, и завтра поедем на мопеде к этой горе. Тут примерно около 30 километров. В прошлый раз, когда мы сюда приезжали, для того, чтобы погулять возле маяка, мы ночевали в другом месте, более дешевом, более простом. И когда гуляли, увидели этот отель. Пришли сюда, пообщались с менеджером, он нам показал здесь апартаменты, и нам это очень понравилось. Здесь красивый очень вид. Сейчас покажу. Вот, вид открывается прямо на маяк. И мы решили, что в этот раз арендуем этот отель и проведем здесь 2 дня. Этот маяк, он известен тем, что его построили в 1900 году французы, в то время, когда Вьетнам был колонией Франции. Сегодня много рыбацких лодок здесь, в этой бухте. Небольшой ветер. Очень красивый отель. Даже ванная есть. Можно в ванной лежать и смотреть на море. Тебя снимать не буду. Почему? Ира только покупалась. Ей очень нравится, она очень хотела в этот отель. Да, здесь еще внизу этот бассейн есть, да. Ира лакшери вообще. Мы идем в бассейн. А это мы вышли, получается, на противоположную сторону. Тут вид на горы. О, можно подняться еще выше, да? А ну пойдем на крышу. Вау, крыша! Крыша! Мы нашли крышу отеля. Почти как ты. Слушай, как классно вообще. То можно сюда и на крышу выходить тоже. Закат смотреть. Кофе пить с утра. А гора Таку находится вон там. Где-то там. Там сейчас дождь сильно идет, видно вон тучи. Здесь частный сектор. Много всяких гостишек тут, отельчиков. Потому что эта местность такая привлекает туристов. В особенности вот этим маяком, ради которого многие сюда приезжают. И остров очень красивый. Не столько маяк красивый, сколько остров красивый, живописный. И вот такой есть бассейн здесь. Мы сейчас его хотим опробовать. Ветрено немножко сегодня, но жарко, как всегда. Бассейн отличный. Классно, когда в отеле есть бассейн. Приезжай купаться.
Доброе утро. Мы переночевали. Была хорошая ночь. Вчера вечером посидели на балконе, попили вино, посмотрели на закат. Очень красиво сверкали лодки рыбацкие разными цветами, как будто какая-то светомузыка. Ира еще спит, я сейчас пойду куплю фруктов нам в дорогу и будем выдвигаться на гору. Так что приключение начинается. А здесь еще со вчера полным ходом идет выгрузка рыбы, которую привезли на лодках, и тут грузят ее в машины, развозят по местным точкам. Рыбы уже нет, поэтому не засниму, что за рыба. Ну, была типа тунец, скумбрия, что такое. Hello. О, кальмары. Мы взяли в этот раз с собой горелку с газом. Котелок я купил. Ну, я купил на перспективу, чтобы потом на велосипеде путешествовать. Кстати, второй мой канал есть еще про велопутешествия. Я оставлю ссылку в описании, если вам интересна эта тема, переходите, посмотрите. Так вот, взяли и варим яички на завтрак. Еще здесь можно сварить кашу какую-нибудь, чтобы независимо питаться. Да, мы еще взяли небольшую сковородочку, чтобы можно было какую-то еду приготовить. Можно и сюда, и в кафешки ходить, но здесь цены такие нехилые на самом деле, и мы любим независимо кушать, просто приготовили и забыли. Тем более я люблю овсянку по утрам кушать, а здесь такого не найдешь. Вот мы взяли молоко с собой, и вот молочком вот так вот овсянку запарить и нормально позавтракать, как я люблю. Вьетнам – страна контрастов. Большинство туристов знают его по ярким огням Сайгона, изумрудным водам бухты Халонг или песчаным дюнам Муйне. Но сегодня мы отправимся в место, где время словно замедляет свой ход. Мы едем к горе Таку. Представьте, вы стоите у подножия древнего горного массива, который возвышается над плоскими равнинами провинции Биньхуан. Здесь, среди густых тропических лесов, скрыта святыня, масштаб которой трудно осознать, пока не увидишь ее своими глазами. Это не просто гора, это природный заповедник, место паломничества и дом для самой большой в Юго-Восточной Азии статуи лежащего Будды. Почему именно здесь, вдали от крупных городов, решили воздвигнуть колосса весом в 1000 тонн? Какие испытания пришлось пройти строителям в середине прошлого века, когда не было ни вертолетов, ни мощных кранов? И какая тайна связывает простого монаха-отшельника с императорской семьей? Сегодня мы пройдем этот путь от подножия до самой вершины, заглянем в священные места и узнаем, почему гора Таку считается одним из самых энергетически сильных мест во всем Вьетнаме.
И вот мы наконец-то все-таки приехали к горе Таку. Вот она за нами. Вот там мы сейчас пойдем купим билеты, посмотрим, сколько они будут стоить, потом расскажем. А вот там на нас надвигается сильный дождь. Будем надеяться, что он нас не застанет, либо мы найдем, где нам запрятаться от него. Все, мы купили билеты. Значит, цены такие. Взрослый билет стоит 250 донгов на одного человека. В него входит проезд на фуникулере вверх и вниз. Плюс на электрокаре отсюда могут довести до фуникулера. Такой же самый детский билет стоит 150 донгов. Возможно купить за 50 донгов билет и пойти пешком. Просто 50 донгов стоит вход на территорию, и можно пешком вверх и пешком вниз. Можно на фуникулере подняться вверх, а назад пешком спуститься. То есть здесь есть разные варианты, разные цены. Гора Таку расположена примерно в 30 километрах от популярного курорта Фонтьет. Ее высота составляет 649 метров над уровнем моря. Кажется, что это немного, но на фоне окружающей равнины она выглядит как настоящий исполин. Это место официально признано природным заповедником. Площадь лесного массива вокруг горы составляет более 10 тысяч гектаров. Здесь сохранилась уникальная экосистема. Если вам повезет, во время прогулки или подъема вы сможете увидеть редких обитателей этих мест. Здесь водятся серебристые лангуры, это очень красивые и редкие приматы, а также черные белки и более 100 видов птиц. Растительность на горе Таку поражает своим разнообразием. Вот машинка электро. На ней можно поехать. Ира хочет, поэтому мы сейчас поедем, а обратно пешочком пойдем. Немножко мы проехались, тут буквально метров 200. Здесь так много всего интересного. И потом на обратном пути, когда будем идти, тоже снимем, посмотрим. А вот это перед нами подъем, и сверху там уже канатная дорога. И, кстати, интересный факт, что вот эта станция канатной дороги построена на одном обширном камне, на скале. Манчжок, или как-то так называется эта игра. Это китайская, по-моему. Вот. Монах или не монах. С ним можно сыграть. Ты чего, прилип? Здесь растут ценные породы деревьев, возраст которых исчисляется столетиями. Воздух здесь особенный, он заметно прохладнее и чище, чем на побережье. Температура на вершине обычно на 3-5 градусов ниже, что делает гору идеальным убежищем от вьетнамского зноя. Для туриста путь наверх начинается у подножия, где разбит красивый ландшафтный парк с прудами, мостиками и статуями божеств. Но это лишь прихожая перед главным залом. Впереди нас ждет выбор, который определяет характер всего путешествия – комфорт или испытание. Вот мы пришли к канатной дороге. Нам сказали 5 минут нужно подождать. Вот мы и ждем. Здесь такой зал ожидания большой. Хорошая сегодня погода, нам повезло.
не жарко, прохладно. Дождь обошел нас стороной. Сейчас будем ехать на канатной дороге, будем снимать виды. Должно быть очень красиво. Дошли мы к кабинкам уже. Фуникулера. Сейчас будем подниматься, был перерыв. Ой, еще и в розовой поедем. Розовая кабиночка. Класс. Хорошие кабинки. Сейчас расслабься. Зайдет. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Это потрясающе. Здесь так спокойно, так тихо. Я даже представил себе, как здесь быть монахом и медитировать. Можно в такой дзен погрузиться. И джунгли здесь такие потрясающие, прям как в кино. Да, настоящие. Деревья здесь все огромные такие, да, вековые. Раньше у паломников был только один путь – пешком. И этот путь существует до сих пор. Это узкая тропа, петляющая среди камней и корней огромных деревьев. Вам придется преодолеть около 1000 ступеней. Подъем занимает от 1,5 до 3 часов, в зависимости от вашей подготовки. Почему люди до сих пор выбирают этот сложный путь? В буддизме паломничество – это форма медитации. Считается, что каждый шаг, сделанный в гору с молитвой или благими мыслями, очищает карму. Вдоль тропы установлены небольшие алтари, где можно оставить благовоние и перевести дух. Это настоящее испытание на выносливость, особенно в условиях высокой влажности. Но если вы не готовы к таким подвигам, в 2003 году здесь открыли современную канатную дорогу. И это отдельное удовольствие. За 10-12 минут в кабине вы пролетаете над верхушками джунглей. Кабинки назад возвращаются, потому что все хотят там подольше побыть. Канатная дорога длиной 1600 метров. Подъем занимает около 7-10 минут. Мы поднимаемся на высоту 500 метров. Можно также пойти пешком. Я думаю, мы сделаем это в следующий раз. Внизу очень красивый лес. Такие интересные здесь растения. И на этой горе, кстати, и вообще здесь в округе существуют животные, которые занесены в Красную книгу. Ящерицы, фазаны и различные деревья. Здесь очень много целительных растений. Обожаю эту гору. Я думаю, что такого никто не connaît. Здесь наверху немножко прохладнее, и сегодня облачность, поэтому здесь все в облаках. Такая дымка, а внизу вон пагода. Или нет, это не пагода, это станция. Ой, а это смотри, какая кабинка едет. На таком дереве мы обнаружили гроздь бананов. Наверное, для обезьян, которые здесь живут, чтобы они приходили. Это наше предположение. Это наше предположение.
Добрались мы. Доехали. Здесь попрохладней. Воздух. Так хорошо. Как будто бы даже меньше влажности, чем с той стороны горы, куда мы приехали. Это так красиво. Такая вот кафешечка. Покажи вот это Покушать. место для фотосессии. Здесь так вот красиво. Ой, мне нравится. Тут- О, вот, да, тут ступеньки и дверь в небо. Сейчас я залезу. Как бы по радуге идешь. Ступеньки яркие, разноцветные. И дверь. Ой, как страшно. Ух, шатается. Морешко там. О, смотрите. Надеюсь, вам видно. В облаках все. Ага, тут надо монеточку кинуть. Какую только, если в Вьетнаме нет монет. Ну, конечно, ничего не видно. Отдел для монет есть. А монет во Вьетнаме нет. Ну, там люди ходят. Это, наверное, да, те, кто выбрали пешком пойти по тропинке наверх. А вот так выглядит эта лестница, фотозона. Здесь красиво. Потрясающе красиво. О, лотосы. Внутри лотоса что у нас? Здесь наверху такие мороженки продаются интересные вообще. В виде пагод. Да, такие вот. Ой. И всего лишь по 20 дон. Ира взяла себе одну попробовать, я не голодный. Расскажет потом, как оно. Давай ешь, кусай. С чем? С матчей? Чай. Да, Матча? наверное, матча. А, да, я попробую. Наверное, матча, да. Похоже, да. Похоже Да, на да. матча, да. Либо зеленый чай, либо матча. Вот в пагоду. Более 100 ступенек. Обряд очищения. Все устроено. Берешь кокос на палке, так вот воду набираешь, и только после этого заходит сам храм, в саму пагоду. Мы пришли к такому месту, где много-много-много-много ступенек, подъем вверх, и там, наверное, находится пагода. А внизу находятся вот такие вот емкости,
где, возможно, нужно либо пить воду, либо умываться. И берем вот так и моем свои грешные руки, чресла. Какие чресла? Что ты говоришь? Как, что я говорю, там знаешь, как все вспотело. Вот. Только не пей. Пить нельзя. Ну, не написано про пить, лучше, конечно, не пить. Написано, что надо помыть руки и лицо, смыть с себя пыль мирской жизни и таким образом успокоить душу. Душа спокойно, можно подниматься вверх. Теперь, да, теперь мы уже можем пойти на пагоду на саму. Так как это тропический лес и здесь повышенная влажность, то здесь много насекомых. И нужно брать с собой желательно спрей от комаров, чтобы не вернуться покусанным потом с этой прогулки. К тому же во Вьетнаме Ира мне рассказывала, что комары являются переносчиками какой-то очень серьезной заразы. Поэтому будьте бдительны. Ну, все-таки дождь нас застал. Мы начали подниматься по этим ступенькам, и все-таки туча над нами решила нас намочить. Но будем надеяться, что это ненадолго. Внизу в долине там ясно светит солнышко. Прежде чем мы увидим великую статую, мы пройдем через храмовый комплекс Линь Шон Чион Тхо. Его история началась в 1872 году, когда буддийский монах Чан Хиу Дык решил уйти от мирской суеты. Он поселился в пещере на склоне горы Таку, ведя жизнь строжайшего отшельника. Монах был не просто проповедником, но и искусным лекарем. Он изучал свойства местных трав и кореньев. Слава его мудрости и целительских способностях росла, но ключевой момент в истории этого места произошел в 1880 году. Мать императора Ту Дыка, правившего в то время Вьетнамом, тяжело заболела. Никакие придворные врачи не могли ей помочь. Услышав о святом старце с горы Таку, император отправил за ним гонцов. Однако монах отказался покидать свое место молитвы, сказав, что его долг быть здесь. Но он передал через послов целебные снадобья, собранные на горе, и инструкции, как их принимать. Произошло чудо, королева выздоровела. Шива, да? Будда? Да, я просто не разбираюсь. Будда, да? А по бокам, а вот это Шива, да? Вот смотри. У Шивы много рук. Да, это Шива. Вот у каждого божества здесь фруктики, приношения. Вот еще какое-то божество. Много лиц, много рук. Так, если вы разбираетесь в этих божествах, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, кто это. Здесь какой-то человек с лотосом. Наммо. И с противоположной стороны также располагаются вот такие вот святые люди. Тоже Наммо. Наммо это что-то значит общее. С каким-то посохом, как Посейдон. И это с каким-то посохом тоже. А это сделано из камня. Да. Это из дерева, а это из камня. И сзади это символ, кажется, солнца. Благодарный император в знак почтения даровал пагоде на горе название Линь Шон Чион Тхо, что переводится как «священная гора долголетия», и официально признал ее одной из главных святынь страны. С тех пор пагода стала местом притяжения для тысяч верующих.
Сам монах прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 105 лет. Его прах покоится в одной из башен комплекса, а пещера, где он молился, до сих пор открыта для посещения. Внутри нее царит тишина и покой, а стены помнят шепот древних молитв. Глянь, какой он огромный. С ума сойти вообще. Такая вот большая пагода. Это вот мы были в центральном зале, где мы прятались от дождя, и по бокам вот еще есть 2 зала, где опять спускается дождь. Но мы не боимся. Мы хотим все-таки уже дойти до воды. Кто там лазит? Я вижу обезьян. Они прям прыгают вот по деревьям, они что-то срывают. И маленький обезьянчик, привет! Иди сюда. Он меня увидел. Иди сюда. Прыгают прям по деревьям. И смотрит на меня. Да, вон еще там. Привет! Ой, класс, это мечта. Потому что мне нравятся животные, когда они в дикой природе живут, как они хотят, и не на цепи сидят. Ой, класс! В общем, на статуе наверху обезьян. Он сидел на дереве и перепрыгнул туда. И вообще они вот на этом дереве, их тут много лазит. Вот они теперь наблюдают за мной. То я за ними наблюдала, а теперь они больше за мной наблюдают. Вон, видно? Надеюсь, что видно. Это он хочет теперь на другую. О, видели? С ума сойти. А тут вот маленький, оп-оп, тоже прыгает. Божечки, они просто... Их так много. Ой, там уже постарше такой, волосатенький возле мордочки. С ума сойти. Я так рада. Ярик, тут обезьяны. Да. И вот мы подходим к главной цели нашего путешествия. Минуя последние ступени, мы выходим на просторную террасу, и перед нами открывается он, лежащий Будда, входящий в нирвану. Первое, что поражает, это ослепительная белизна. Статуя выполнена из чистого белого бетона, который на фоне ярко-зеленой тропической зелени кажется светящимся. Давайте оценим масштаб. Длина статуи 49 метров. Эта цифра не случайна. Она символизирует 49 ступеней на пути к просветлению, который прошел Будда. Высота сооружения 11 метров. Представьте, это высота 4-этажного дома. Но самое удивительное – это история строительства. Статую начали возводить в 1962 году и закончили только через 4 года. Вдумайтесь, в то время на вершине не было дорог, не было электричества.
Каким образом люди подняли сюда тысячи тонн цемента, песка, стальной арматуры и воды? Это был колоссальный ручной труд. Какая тут смотровая площадка красивая. В общем, разным богам есть разные свои как это, домики. Нужно принести подношения. Такие вот красивые места. Вот, а мы сейчас пойдем вот туда вот по ступенькам, вроде как. Это то, что нам нужно, чтобы дойти до Будды лежачего. Здесь очень много маленьких колонок, музыка играет. Спокойная, медитативная. Здесь вот тоже можно взять палочку. Там так лежит в свободном доступе зажигалка. Что-то, не знаю, что-то на диско вот сюда поставить. Вот такой вот богиня. Или богу, не знаю. А это, видимо, вообще старое, самое старое, наверное, здесь здание. Там могилы, наверное, монахов, ну, каких-то очень древних там, что выглядит очень величественно, такие могилки. Здесь вот информация о человеке. Тысячи добровольцев и монахов поднимали стройматериалы в корзинах на своих плечах. Каждый мешок цемента прошел через человеческие руки по узким горным тропам. Руководил проектом архитектор и скульптор Чионг Динь. Строительство велось на пожертвования верующих со всего мира. Когда вы стоите рядом с этой статуей, вы чувствуете не только религиозный трепет, но и безграничное уважение к человеческой воле и вере, которые сделали невозможное возможным. Будда изображен в позе паринирваны, момента, когда земной путь завершен и наступает полное освобождение. Его лицо выражает абсолютное спокойствие. Глаза полуприкрыты, но на губах едва заметная улыбка. Паломники верят, если прикоснуться к локтю Будды и загадать желание с чистыми помыслами, оно обязательно исполнится. Но даже если вы не верите в чудеса, здесь невозможно не почувствовать глубокое умиротворение. Чуть ниже основной статуи находятся еще 3 величественные фигуры. 3 святых Амитабхи. Они стоят в полный рост, их высота около 7 метров. Каждая фигура символизирует разные аспекты просветления – мудрость, сострадание и силу. Если вы решите посетить гору Таку самостоятельно, вот несколько советов, которые сделают вашу поездку лучше. Во-первых, выбирайте утренние часы. Парк открывается в 7:30 утра. В это время на горе еще висит туман, людей немного, а солнце не так сильно палит. К полудню здесь становится многолюдно из-за туристических групп. Во-вторых, помните о дресс-коде. Тако – это действующий религиозный объект. Ваши плечи и колени должны быть закрыты. В-третьих, не торопитесь уходить сразу после осмотра Будды, прогуляйтесь по территории храма. Загляните в общую трапезную, где иногда монахи угощают посетителей простым вегетарианским обедом. Обратите внимание на архитектуру, разные крыши, украшенные драконами и яркую мозаику. И обязательно возьмите с собой воду. Даже если вы едете на канатке, ходить придется много. На вершине есть небольшие кафе, где можно купить напитки и перекусить, любуясь видом на долину. И ступенечки, которые теперь нас уже приведут к Будде, к лежачему. Место потрясающее. Нам хочется остаться. Будда во всей красе. Очень большой. Когда подойдем ближе,
На эту камеру не получится снимать его, чтобы был полный размер. С ума сойти, он огромный. Как только люди могут такое делать. Вот такие фруктики. Да, вроде бы джетфрут. Не воняет. Прям напротив Будды. Ту-ту-ру. Вот Будда. Все какой он огромный. Так. Самый длинный лежачий Будда, по-моему, в Юго-Восточной Азии. Могу ошибаться, может быть, только во Вьетнаме. Вот. Такой. Вот и подошло наше путешествие к концу. Оно было интересное, нас застал дождь. Было утомительно, сюда добраться было непросто. Нужно было сначала доехать на мопеде, потом добраться сюда вверх. Но это определенно стоило того, потому что побывать в этом месте — это очень чудесно, прекрасно, очень интересно. Увидеть своими глазами такое произведение искусства, можно сказать, сотворенное человеком, сделать такую большую статую 49 метров длиной, 11 метров высотой здесь на горе в джунглях, это потрясающе. Да, здесь себя тяжело нести, не говоря уже про то, что сюда нужно было материалы привезти и кучу-кучу всего прочего, чтобы это построить. Поэтому вьетнамцы вообще молодцы, удивили в очередной раз. Мы увидели обезьян, первый раз увидели обезьян в дикой природе. Так интересно, они здесь живут своей жизнью в этих джунглях. С детьми прыгают по веткам, кушают здесь всякие фрукты. Это совсем другая жизнь, не та жизнь, которую мы привыкли жить в Украине. Здесь перемещаешься как будто совсем в другое измерение. Буддисты, пагода, монахи. Здесь время как будто бы останавливается и замирает, заставляет задуматься о жизни, о нашем смысле жизни. Нам очень понравилось такое наше мини-путешествие, приключение и посещение этого замечательного места. И мы обязательно сюда еще вернемся, как мы уже говорили раньше, только уже пойдем пешком, без подъемников, фуникулеров. Это Да. будет хардкор, потому что здесь много ступенек, и нужна, в принципе, хорошая физическая подготовка, чтобы пройти их, потому что местами было уже тяжеловато. Но мы справимся. Конечно, справимся. Если мы начнем идти, на половине пути уже ж не повернешь назад. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам было интересно и будет полезно, если вы будете здесь, в Муэне или в округе, и захотите
узнать, куда можно поехать, однозначно рекомендуем. Приезжайте сюда, здесь замечательно. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал. В будущем больше интересных видео. И увидимся в следующих роликах. Пока!